Добрый вечер, всем привет из солнечной Норвегии. Рад приветствовать любителей и профессионалов в сфере Таро. Сегодня мы начинаем крайне практичный интенсив, в котором вы получите по 7 наиболее полезных смысловых значений каждого аркана Таро. На канале особенно хорошо заходит именно формат интенсива, возможно, потому что я всегда стараюсь сконцентрировать внимание зрителя именно на глубинном, а не поверхностном смысле символики классического Таро. Ну и коротко для тех, кто первый раз на этом канале. Меня зовут Пан Роман, я с 2010 года являюсь практикующим тарологом. За это время у меня накопилась богатая личная практика. Ну и так как я профессиональный преподаватель, я, собственно, и преподаю то, в чем разбираюсь и что люблю. Это карты Таро. Еще я люблю YouTube, особенно прямые эфиры, и практически все мои видео записаны в формате трансляции, в живом общении со зрителем. На нашем канале мы разбираемся с символикой карт, рассматриваем самые популярные колоды и проводим теплые ламповые эфиры для любителей эзотерики и просто хороших людей. В общем, если вы входите в их число, и если вы так же, как я, любите Таро, то добро пожаловать на канал, не стесняйтесь подписываться, ставить лайки, задавать вопросы в комментариях, и я регулярно провожу эфиры с ответами на эти вопросы. Ну а теперь, собственно, давайте посмотрим, что у нас сегодня с вами будет основной темой, да, и сейчас я, как обычно, спешил, торопился на эфир, у меня не очень получилось, собственно, вывести это все на экран. Давайте выведем. Так, и сегодняшняя тема — это 7 значений карт Таро. Ну, что можно сказать? Начнем мы, конечно, с самого первого аркана, самого первого старшего аркана. Он даже не столько первый, сколько нулевой. И пройдемся сегодня по магу, верховной жрице и императрице с императором. Постараемся захватить 5 карт. Я буду по каждой карте давать 7 основных значений, которые являются достаточно практичными. В том плане, что будут вам давать ощущение самой карты, которое вы в каждом раскладе сможете разворачивать на ту ситуацию, которую вы рассматриваете. И будет абсолютно неважно, что это за ситуация, это какая-то рабочая ситуация, либо какие-то личные отношения, какие-то вопросы, касающиеся бизнеса, либо отношений между близкими, либо какие-то финансовые моменты, финансовые вопросы. Все эти 7 значений будут достаточно практичны для того, чтобы дать вам понять, о чем идет речь. Чтобы угадать то самое значение, которое будет именно в вашей ситуации наиболее рабочим, наиболее прагматичным. Тут в чатике спрашивают, а почему 7? А почему бы и нет? 7 это достаточное количество для того, чтобы закрыть основные смысловые значения, тем более, что имеет определенную коннотацию цифра 7 еще и с, скажем так, ощущением полноты информационного потока. Если вы знаете, цифра 7 считается магической просто потому, что, если вы помните, на петроглифах, да, где рисовали странных людей с 7 головами, да, либо вот того странного зверя с 7 головами, с 7 рогами, и вообще цифра 7 это ощущение большого количества, да, заполнения чего-то. Вот она дает основные фоновые информационные потоки, потому что у человека, если мы берем физическое тело человека, присутствует ровно 7 потоков восприятия информации. Это 2 уха, 2 глаза, 2 ноздри, левая и правая, и рот. Да? Мы чувствуем вкусы, мы чувствуем запахи, мы слышим звуки, и мы видим какую-то информацию в виде световых волн. Да? То есть 7 потоков получения информации нам как бы закрывают 7 наших потребностей. Поэтому и основные значения у нас будут сводиться к цифре 7. Это 7 наиболее распространенных значений. На самом деле их есть абсолютно неисчислимое количество. По каждой карте мы можем с вами войти в большое количество значений. Если все их просто перечислять, не хватит времени и сил, нам нужно основное ощущение вместо вот этого глобального и не всегда нужного перечисления этих значений. Если вы ухватите то, что является общим между этими значениями, вы поймете суть карты и сможете раскрывать ее в той теме, которая вам нужна, не задавая вопросы, а как там это, как получится. Вы просто будете чувствовать карту.
В этом и состоит суть архетипа, что каждый человек что-то такое большое, глобальное может наложить на ситуацию, как шаблончик, и понять, о чем речь идет. Вот 22 старших аркана Таро и есть вот такие 22 глобальных шаблона, 22 таких трафарета, да, определенные формы для того, чтобы понять, что у вас происходит в данной ситуации, в данный момент. Вот так и будем смотреть. Собственно, этот интенсив будет весьма полезен вам в, скажем так, спайке, в связке еще с 2 или даже 3, может быть, плейлистами, которые есть у нас с вами на этом канале. Уже не первый год мы с вами записываем. Основа — это, конечно, интенсив-курс, где дается общее понимание того, что такое система Таро. В принципе, не просто там в разнобой карты, а как они складываются между собой в систему. Это очень упрощает видение Таро. Основной плейлист — это старшие арканы Таро, где объясняются смыслы старших арканов Таро, и дополнительные уже по желанию для тех, кто хочет заглянуть глубже, да, это состоящий из 24 видео плейлист «Смысл жизни» по картам Таро. Это такое больше философское, больше ощущенческое, но очень полезное для расширения своего тарошного кругозора плейлист. Так что не стесняйтесь подписываться на канал. Для вас это будет крайне полезно и крайне результативно, поверьте, поверьте моему опыту. Да? Уже не один десяток учеников, даже, наверное, не первая сотня через этот курс проходит, и я думаю, что для вас это тоже будет полезно. Так что ставьте лайк, пишите комментарий, подписывайтесь и давайте начнем. Да? Раз уж интенсив курс, так давайте начнем интенсивно. Итак, первый старший аркан, вернее нулевой старший аркан, который в принципе не говорит как бы ни о чем, кроме начала нового дела, когда еще даже не сделан первый шаг. Это то ощущение, которое возникает у вас в виде предвкушения того, что сейчас что-то начнется. Это то самое чувство, которое возникает у вас, когда вы включаете заставку нового кино, да, и вот там какая-то заставочка киностудии, да, там с факелом, либо лев рычит, да, и вы понимаете, что сейчас будет что-то интересное, хотя не знаете о чем. Примерно там что-то слышали, но не знаете, о чем еще будет кино, и вот та самая спонтанность и новая активность дает вам ощущение энтузиазма. И вы с интересом погружаетесь в это новое и неизведанное дело. Когда выпадает старший аркан Шут, у вас примерно 7 ощущений, которые можно скомпоновать и развернуть на любую тему. Первое из них — это спонтанность, о которой я уже сказал, и новая активность. Любой род новой активности, любое новое поведение, которое вам предлагают, любое новое событие, да, которое захватывает вас, и вы не знаете, ни кто там будет, ни чем это закончится, явно будет что-то по ощущениям хорошее, либо хотя бы интересное. Да? Есть такое интересное выражение «я за любой кипиш, кроме голодовки». Да? Слышали, наверное. Вот это что-то такое, что вызывает ваш интерес. Не до конца понятно, о чем речь идет. Ну, скучно же просто так сидеть дома. Когда вам звонят, и вы с интересом думаете, интересно, кто там звонит? А вдруг это что-то хорошее? А вдруг это что-то интересное? Когда вы открываете YouTube с ощущением того, ну, что там новенького и интересного. Когда выходит оповещение, да, на моем канале, что новый видос выходит, да, вот это ощущение, что вы не знаете, что там будет, но крайне интересно о чем. Вот эта самая спонтанность, которая вас захватывает, вы даже не успеваете сообразить, о чем речь идет. Второе значение — это вот та самая широта свободы, да, и свобода в новых впечатлениях. Потому что эта карта дает вам ощущение того, что вы можете встретить все, что угодно. Вы абсолютно свободны в своих предположениях. Да? Когда кто-то звонит в дверь, вы думаете, кто там может быть? Там может быть кто угодно, хоть Папа Римский. Да? Ну, конечно, я преувеличиваю, конечно, я сгущаю краски, утрирую, но тем не менее, это вот то самое ощущение, когда вы не знаете, что вас ждет, и вы абсолютно свободны в своих предположениях. Когда спрашивают, что там будет, да что угодно там может быть. В этом-то и весь интерес.
Шут по своему характеру, он любопытен. Понимаете, ему любопытно, интересно. Он свободен в своих предположениях, он даже представить не может, что там может быть. Отсюда у него идет необоснованный энтузиазм и доверие к тому, что происходит, да. Когда вам говорят, смотри, смотри, и вы заглядываете, да, смотрите, а что же там такое, а что же вам там показывают? Этот энтузиазм ничем, в принципе, не обоснован. И он вот имеет определенного рода и негатив. Если вам кажется, что я вас тут заливаю каким-то сладким потоком позитивной информации, ничего подобного. Вот этот самый энтузиазм, он, в принципе, ни на чем, кроме любопытства, и не держится. То есть этот энтузиазм, он необоснованный. Почему вам интересно, вы не знаете сами, вы не можете сказать. Когда вам любопытно, вы понятия не имеете, почему вам любопытно. На самом деле это достаточно интересная такая психологическая уловка вашего организма, которая заставляет вас двигаться в чащу. Да? Представьте, что вы там дикий пещерный человек, и идете по лесу в поисках там каких-нибудь съедобных корешков, да, там плодов, там каких-нибудь зверьков мелких, да, либо в поисках там какой-нибудь дичи, да, в поисках добычи. Вот именно это любопытство заставляет вас сворачивать на какие-то новые тропинки, заворачивать за новые углы, погружаться в новые чащи, потому что там, где вы еще не были, там могут быть спрятаны какие-то богатства. Какие-нибудь там грозди фруктов висеть, либо там олени пастись, либо еще что-нибудь такое. Это врожденное качество человека совать свой нос во все новое, потому что там может быть что-то полезное. Вот именно это ощущение и вызывает у вас внутри чувство доверия той ситуации, которая вам говорит, ну, давай чуть-чуть приоткрыть дверь, всегда интересно, что там. Если вы идете по незнакомому городу и видите на первом этаже свет в окне, вам, конечно, интересно заглянуть, чтобы посмотреть, а как там люди живут. Вы же там еще не были ни разу, вот именно в этой квартире, в этом доме. Вам всегда интересно, что же там, как же там люди живут. Чем обоснован этот энтузиазм и это желание заглянуть в какую-то незнакомую ситуацию? Ничем, просто врожденным чувством, а вдруг там что-то интересное. Это когда вы ходите по магазинам и думаете, ну-ка, нужно заглянуть в этот новый магазин, который открылся, непонятно, что там продают, а вдруг что-то полезное. Вот это и есть тот самый шут. Конечно, есть поговорки типа «любопытной Варваре на базаре нос оторвали», да, и прочее, прочее. Очень часто вот этот самый шут, как непосредственный живой наивный дурачок, заводит вас в такие переделки, что мама не горюй, да? Но это то самое предвкушение открытий, которое, без которого нельзя выживать, да? Люди, которые не стремятся открыть что-то новое, они очень часто остаются на тех же самых позициях, остаются на тех же самых маршрутах, и потихонечку эти маршруты истощаются. Потихонечку этот интерес проходит, и человек начинает жить скучной серой жизнью. Поэтому шут это очень важное, полезное качество. Оно может вас завести в какое-то, скажем так, в какой-то негатив, но может вам открыть вот те самые богатства, которые скрываются за ближайшим углом, а вы там еще ни разу не были. Вот такие дела. Шут еще может говорить о нереализованном потенциале. И с одной стороны это хорошо, с другой стороны плохо. Да? Как, в принципе, все в нашей жизни мы можем рассмотреть и увидеть в чем-то позитив, в чем-то негатив. Допустим, потенциал в том, что этот самый шут действительно может открыть в новой ситуации что-то новое. А минус в том, что это всего лишь потенциал. Это человек, которому любопытно все, что угодно. И если вдруг за другим углом он увидит что-то более новое, что-то более многообещающее, более интересное, он тут же переменит свой интерес в абсолютно другую сторону. То есть он не целенаправленный, он такой, как бы рассеянный в пространстве, где там что-то новенькое зазвенело, там какой-нибудь новенький видосик на YouTube, какой-нибудь новенький магазинчик, все, вы уже сбиваетесь с логичного, правильного пути и движетесь в поисках вот этого потенциального богатства куда-то вот в абсолютно другую сторону. Вы пока не реализованы. Энтузиазм есть, но конкретных действий
у шута пока нет. То есть он готов, в принципе, к любому кипишу, но не знает, куда именно ему надо двигаться. Пока он не реализован. Это как потенциальная энергия, которая не имеет конкретного вектора. Ты готов? Я готов, да? А куда двигаться? Не знаю. А куда? Я и туда, и туда, и туда могу, да? Вот. То есть интереса много, но конкретики крайне мало. Еще эта карта говорит о, конечно же, скрытых опасностях, о риске, с которым сталкивается вот такой любопытный человек. Каждый исследователь сталкивается с какими-то аборигенами, с какими-то крокодилами, с какими-то ловушками, с какими-то ядовитыми змеями-пауками, да, с опасными личностями в подворотнях и прочее, прочее. Вот тот самый обрыв, да, с которого легко может упасть этот самый шут, если не прислушается к своей интуиции. Вот то самое чувство, которое уберегает шута от риска, от опасности. Вы чувствуете рискованность каждой новой ситуации. Поэтому очень важно все-таки не забывать о том, что эта карта очень часто говорит о каких-то скрытых опасностях, о риске, которому вы можете подвергаться, если слишком восторженно будете через розовые очки смотреть на какую-то новую ситуацию. И седьмой момент, седьмое ощущение первого, вернее, нулевого старшего аркана — это жизнь в текущем моменте. Это то самое легкое умение, та самая радость, с которой человек погружается в текущий момент, да? Когда у вас спрашивают, о чем вы думаете? А вы так, да ни о чем, просто хорошо, просто хорошая ситуация, да? То есть есть ощущение того, что если вам не надо ни о чем думать, если вы живете прямо здесь, прямо сейчас, с одной стороны, это как бы похоже на ощущение блаженства. Не зря блаженных называют блаженными, да? Им нравится не думать о будущем. Шуты, дурачки, блаженные, юродивые, они вот находятся здесь и сейчас. Они говорят то, что они хотят говорить, не думая о будущем, не думая о том, что там царь обидится, велит казнить, либо еще что-нибудь такое. Без всякой цели. Они говорят то, что им хочется сейчас сказать, потому что они вот живут прямо здесь и прямо сейчас. В текущем моменте смотрят на небо широко распахнутыми глазами, говорят, да, а что, нельзя было, да? То есть не задумываются о том, что их действия могут привести их как бы к какой-то проблеме. Да, вот та самая пропасть, перед которой стоит шут, упускается им из вида, потому что он смотрит не на будущее, да, а смотрит в принципе на то ощущение, которым он сейчас живет. И вот этот энтузиазм — это текущее ощущение. Это не предвкушение будущего, это сколько текущая, сиюминутная, одномоментная радость. Это очень полезное, очень важное качество в жизни каждого человека, но оно же одномоментно является очень опасным, расфокусирующим и теряющим цель личность. То есть в общем и целом везде есть плюсы, везде есть минусы. С одной стороны, шут — это прирожденный энтузиаст, который за любую деятельность, да, кроме голодовки. А с другой стороны, он не способен рассчитывать на несколько шагов вперед. Он неблагоразумен, да, ну, в конце концов, шут, дурак, джокер, глупец, да, это абсолютно прямое значение карты, да. Что-то я стою как дурак, не знаю, что делать, да мне ничего и не надо, мне и так хорошо, да. Вышел и в эфир, не знаю, что говорить, ну и ладно, ну и хорошо, неважно, что там будет дальше. Увеличение просмотров, уменьшение. Чтобы было увеличение просмотров, ставьте лайк, подписывайтесь, само собой. Да? Вот так изящно как бы я свел все к лайку, конечно, да. Ну, шутки шутками, но тем не менее, вот именно это легкое ощущение, да, как бы беззаботное, ну и безрассудное, привязано к этой карте в абсолютно любой ситуации. Будь это бизнесмен, будь это какой-то окунуться с головой в какие-то новые ощущения, в новые отношения, новая поездка куда-нибудь, где вы еще не были ни разу, да, вам интересно, любопытно, вы не знаете, чем это кончится, да и думать, в принципе, не способны, потому как вам просто интересно. Вот это вроде бы легкое и пустое ощущение, но оно наполняет человека той энергией, которую потом у нас с вами начинает раскручивать крайне высокоэнергетичная карта, которая называется маг. Да?
Какие 7 смыслов, 7 основных значений, главных, ключевых, наиболее практичных значений несет в себе карта маг? Во-первых, это инициатива действия. Маг уже четко понимает, чего он хочет, в отличие от карты шут. Если вы помните, на предыдущих лекциях, да, в плейлистах «Старшие арканы. Смысл жизни по картам Таро» я говорил, что каждая карта потихонечку перетекает в следующую карту. Смысл понемногу меняется и движется уже в другую карту. Шут, который готов действовать, но пока не знает, куда именно его тянут эти самые приключения. Помните, шут это как котенок Гав, да? Они же ждут эти неприятности. Радостно там пищит этот котенок Гав, не понимая, что неприятности это неприятно. Главное, что это что-то новенькое, что-то интересное, да, они же ждут. А вот маг уже понимает. Маг уже понимает, чего он хочет, он знает, чего он хочет избежать, и он знает, куда он хочет направиться. Да? Он уже построил план, он уже прочувствовал конкретное желание. Он достаточно уверен в том, чтобы начать свои инициативные действия. Что такое инициативные действия? Это обозначенные желанием какие-то действия. Когда выпадает карта маг, это значит, что человек, на которого вы там смотрите эту ситуацию, знает, что он хочет. Либо чувствует свое желание, которое, в принципе, вполне конкретизировано. Я четко знаю, я двигаюсь туда, допустим, в магазин. Если шут способен гулять куда угодно, лишь бы гулять, то маг уже знает, куда именно ему надо гулять. В магазин, либо там в парк имени труда и отдыха, либо там, я не знаю, на Северный полюс, либо как вот этот самый, там этот путешественник, который дома не сидит, этот российский, как там его зовут, он все время в какой-то лодке пересекает какой-то океан, куда-то его все время несут. Он четко знает, куда он хочет. У него есть пункт А и есть пункт Б, который он непременно должен пройти, и он прям пальцем тычет вот куда именно ему надо. Пропустите меня, мне вон туда, мне только спросить. Это четко уверенный в себе маг. Что он демонстрирует? Демонстрирует он чаще всего силу воли и решительность, как раз потому, что он четко знает, что он хочет. Воля и есть сконцентрированное желание. И это желание как вектор направлено уже в конкретику. Мне именно в этот кабинет, именно это спросить, именно у этого врача. Именно мне, именно надо. И как бы не стойте у него на пути, потому как он пройдет прямо сквозь вас, потому что он вот четко уверен, что делать. Так что, в общем и целом, да, это сила воли и решительность, которая прям подсвечивают человека, и вы его замечаете, он движется в этом хаосе целенаправленно. Если все ходят, там тычутся по стенам, думают, что же делать, как же, куда двигаться, он прорезает эту толпу, как нож сквозь масло, да, знаете, как вот если люди там, я не знаю, в парке на Масленице гуляют, туда-сюда, человек четко, конкретно, целенаправленно по прямой движется из угла в угол, то есть он понимает, куда он идет. Он не отвлекается там по разным бутикам в поисках там интересов, да, каких-то новых покупок и прочего-прочего. Он прям поймал направление и движется. Если он с кем-то знакомится, он знакомится с какой-то конкретно взятой целью, да. Девушка, вы мне нравитесь, и я даже знаю, зачем вы мне нравитесь. Да, либо, ой, какой симпатичный мужчина, он точно будет моим мужем, да. Нет абсолютной уверенности в том, что он будет мужем, либо что девушка согласится. Но вот это вот целеполагание, вот этот потенциал, который творит уже ситуацию, да, человек отметает, убирает все лишнее, концентрирует свое желание только на одном. Он творит ситуацию. Вот и есть та самая творческая, созидательная энергия, которая как будто разряд из молнии берется где-то там в божественных небесах, и как божественное желание, проводимое через человека, он как сверхпроводник, проводит молнию этих энергий, творя жизнь вот прямо здесь и сейчас, потому что он знает, что он хочет сделать. Чаще всего карта маг, так как это, скажем так, первый старший аркан, говорит о начале какого-то нового этапа, развития какого-то нового дела, о каком-то стартапе, как сейчас принято говорить, да, есть задумка уже конкретная. Если шут просто хочет что-нибудь стартануть, давайте запустим стартап, интересно будет, как движуха, класс, может денег заработаем. А что будем выпускать?
Да не важно, важно, что что-то будем выпускать. Это шут. У мага уже есть четкий план. Он уже знает, что он хочет выпускать. Он знает, кому это будет продавать. Он знает, из чего это будет сделано. Он даже знает, у кого он возьмет денег на этот стартап. Стартапа еще как такового нет. Но потенциал в этом маге аж светится, да, вот от высокого количества энергии. Это начало нового этапа, и вы знаете, что любое дело в начале нового этапа требует колоссальных вложений, колоссальной вот этой энергии, колоссального желания двигать вперед. Машина, которая стоит на месте, да, ее, чтобы завести, нужен сильный выплеск энергии из стартера, да, чтобы завести этот мотор, пока еще стоящий на одном месте, раскрутить, и дальше уже все пошло-поехало, оно уже там дальше будет работать, как ему положено. Но первый этот импульс, да, вот первый этот завод требует мощного выброса энергии. Именно об этом и говорит маг. Колоссальная потенциальная энергия, выплюснутая в один момент, в одно движение. Начинаем, да, вот как это. Почему так происходит? Дело в том, что маг — это принцип стремления к самореализации. Маг — это крайне целеустремленный человек. Он хочет реализовать свою энергию уже в чем-то конкретном. Неважно, там, в знакомстве, в стартапе, в освоении там новых территорий, новой профессии, в запуске нового YouTube-канала. Вот я сейчас выступаю как маг в запуске нового цикла лекций, да, вот те самые 7 значений Таро. Я четко понимаю, чего я хочу добиться, дать вам какие-то практические значения, которые вы пропустите через себя и которые откроют вам глаза на ту вашу ситуацию, которую вы рассматриваете. И я четко понимаю, что я хочу вам дать, я вам прям пальцем тычу, вот 7 значений, вот так-то, 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 да, и прошу прощения, если я вот в этом энергетическом запале путаю какие-то слова, переставляю буквы местами, да, и, в принципе, не очень хорошо говорю по-русски. Вот, тем не менее, я абсолютно уверен в том, что у меня получится то, что я хочу сделать, потому что ощущение цели дает тебе ощущение единения с этой целью. Ты как бы ощущаешь начало и конец сразу. Ты чувствуешь весь проект одновременно. Ты как бы дотрагиваешься пальцем до своего творения, как вот в том самом великом творении, там, где Бог касается пальцем пальца Адама. Почти. Ну, то есть он дает палец, а Адам сам должен прикоснуться для того, чтобы познать Бога. Да? Поэтому и вы, если хотите дальше, скажем так, развития вот этого потока информации, своим пальцем ставьте лайк, комментируйте, да, и мы с вами будем двигаться дальше, потому что я в запале желания готов пройти все старшие арканы, но если я буду видеть, что это желание только мое, да, то, само собой, это вряд ли будет реализовано, но если вы поддержите этот выпуск лайком, комментарием, мы будем двигаться дальше. Просто дайте мне понять, интересно это или нет. Именно по количеству просмотров, по количеству лайков я понимаю, интересна ли тема, заходит ли она. Маг стремится самореализоваться. Ему хочется что-то сделать, ему хочется вложить часть себя, часть своей энергии в то, что он делает. Вот, собственно, то, как я сейчас с вами общаюсь, это и есть энергия мага. Он вполне самодостаточен, он понимает, что ему, в принципе, для этого никто не нужен. Для осуществления своего желания ему достаточно быть самому. Маг, он одиночка, он как индивидуальный предприниматель, как самостоятельная боевая единица, как один в поле воин. Да, он, может быть, немного может, но стартануть он может очень хорошо, очень качественно. Там уже дальше, если подхватят, тогда, да, вот на этой волне энтузиазма можно двигаться дальше. Это как тот политрук, который встает там в атаку первый и говорит «за мной», да. Это как, я не знаю, Одиссей, который ведет за собой греков в атаку, да. Это как Ахиллес, который первый идет биться с троянцами, и все войско за ним там спрыгивает с этих самых, с кораблей и бежит следом за этим Ахиллесом. Вот маг, он первый идет. Это движущая энергия дикого внутреннего желания, масса. Я хочу, я знаю, что я хочу, и я знаю, как мне этого добиться. Минус этой карты. Вот теперь смотрите, берете вот эту целенаправленность и рассматриваете ее скептически. И говорите, это, конечно, хорошо,
А если нужно подумать перед этим? Магу некогда думать. Некогда думать, трясти надо, да, как в том анекдоте. Если ты будешь думать, ты, конечно, будешь умным, но ты не будешь Ахиллесом. Ты не завоюешь Трою. Ты не пробьешь брешь во вражеской стене, да, ты будешь стоять и думать перед ней, а надо ли это, а в чем смысл жизни. Магу некогда думать. Он абсолютно самодостаточен, самоуверенен. В этом его плюс и в этом же его минус. Ему некогда думать, ему нужно реализовывать. Он неосознанно подвержен страсти. Страсть управляет им. Он и есть эта самая страсть. И если вы эту страсть не чувствуете в раскладе, значит маг у вас какой-то вяленький. Значит, ему не так уж и хочется. Такого не бывает. Маг четко понимает, что он хочет. Если карта маг выпала в раскладе, это значит, что человек, которого вы смотрите, четко понимает, чего он хочет. Уверен, что у него это получится. Он может 200 раз ошибаться в этом. Но уверенности ему не занимать. Глядя на такого человека, вот как он поднимается в атаку и говорит вперед, думаешь, какой дурак, да, куда ты там же, но хочется подняться следом за ним и бежать за ним, потому что, ну как вот ярко светится, да? Вот такие дела. Прагматичные, разумные люди, глядя на магов, говорят, идеи у вас, конечно, интересные, а профит какой? А давайте посчитаем ваш бизнес-план. А давайте рассчитаем, а нужен ли этот продукт на данном рынке, а хватит ли у вас сил, да? А где у вас арендуемое помещение, а где вы будете искать рабочую силу, да? То есть вот разумные люди уже начинают искать минусы. Магу некогда искать себе оправданий, он ищет способ реализации. Ему нужно прямо здесь и сейчас. Да? Дайте мне что-нибудь, чтобы кинуть вот туда, куда нужно кинуть. В этом и сила мага, в этом же его слабость. Однако, если вам не нравится магия, значит, вы не умеете их готовить. Значит, нужно использовать его плюсы. Да? Он хорош там, где нужна пробивная мощь, уверенность, самоуверенность, самодостаточность, да, где он сам может справиться, там, где хороший индивидуальный предприниматель, который четко понимает, что он хочет предпринять, у которого есть выставленные цели и даже, возможно, график движения к этим целям. Средств, может быть, еще пока нет, но там по пути разберемся, где-нибудь ограбим пару магазинов, да, там отберем у кого-нибудь машину, как вот этих в голливудских фильмах, да. Ничего, ничего, найдем, сообразим по ситуации, скажем так. Хорошо. Екатерина пишет, от мага пахнет агрессией и резкостью. Без этой агрессии, без этой резкости никакой стартап стартануть и не получится. Если вы будете говорить, нет, что, вы, конечно, я буду, проходите вперед. Стартапер никого вперед пропускать не будет. В этом сила мага, в этом сила Марса, Овна. Да, Овен это самый первый баран, которому нужно быстрее и раньше всех. Это человек на красном BMW с откидным верхом. Он вот перестраивается из полосы в полосу без поворотников. Ему надо впереди непременно раньше всех быть. Зачем? Из принципа. Вот ему хочется, ему надо. Потому что он знает, что кто первый стал, того и тапки. Вот в этом принцип мага. Где агрессия и резкость, там же успех и первое место. В каждом олимпийце есть агрессия и резкость, потому что он хочет завоевать себе эту золотую медаль, первое место, чтобы говорить, я номер один, я самый главный, я самый первый, я the one, я избранный. Вот такие дела. Наталья Порошина пишет, маг это выраженный овен. Да, такой активный, деятельный овен. Негативный маг это овен, которого шарашит в разные стороны, и, как это, знаете, эту бы энергию да в мирное русло, как говорится. Вот про Марса можно сказать, да, эту бы энергию да в мирное русло. Так, хорошо. Следующий аркан нашей первой части это, соответственно, Верховная Жрица. И вот тут уже переход не то чтобы в противоположную, но в другую сторону этого первого дома, да, в ту самую энергетическую, но уже не ярко проявленную. Потому что Овен, маг,
да, Марс, он хорош в первом активном действии. А дальше, когда ты воспринял первые результаты своего действия, тут уже нужно оценивать внутренние ощущения. Как тебе вообще? Понравилось? Нет? Вот ты попробовал. И что ты можешь сказать? Это знаете, когда вам дают м, первый бокал незнакомого вина, вас спрашивают: хочешь попробовать новое вино? И вы как шут говорите: давайте, конечно, интересно, что там новенького, что за новое вино такое. Маг берет этот первый бокал и с интересом пробует. Он уже четко понимает, что он хочет попробовать именно этого вина. Да? Он делает действие. Никто у него этот бокал уже вырвать не может. Все, он уже начинает пробовать. А вот Верховная Жрица — это первое ощущение того, как оно тебе вообще. Вот ты стартанул, вот ты вписался в какое-то предприятие, да, в какую-то историю, в какой-то стартап. Ну и как вообще в этом стартапе? Чувствуешь ты правильность или неправильность своих действий? Когда вы делаете первый шаг, когда вы делаете первый глоток, когда вы знакомитесь, только начинаете действовать с каким-то новым человеком, вы внутренне, подсознательно, бессознательно пытаетесь его оценить. Это вино, это действие, это стартап, этого человека, да? Вы прислушиваетесь к своим внутренним ощущениям, а они внутри очень простые, на первом базовом уровне. Ощущения предельно, кардинально, диаметрально противоположны. Либо нравится, либо не нравится. Все, вот это базовое, первое. Вам еще не очень понятно, почему вам нравится, либо не нравится, но вы уже четко понимаете. Вкусное вино, либо невкусное. И для того, чтобы понять, оно вам точно нравится или нет, вы должны глубже прислушаться к своим вот этим внутренним спрятанным ощущениям. Что же заставляет вас там нажимать педаль в пол, чтобы двигаться на этом своем красном BMW? Что же заставляет вас хотеть делать этот стартап? Да, потому что вы понимаете, что вы делаете правильное дело. Мы за святое дело боремся. Да, там за прибыль. Ну, это если стартаперов брать, да. Белый столб и черный столб — это ощущение правильности и неправильности, да. Вот светлый, белый, позитивный — это окей, черный, негативный, темный — это, ну, такое себе, мне что-то не зашло, да? Вот это базовое ощущение дает вам внутреннее знание, надо это вам или нет. Если надо, то зачем? Вы начинаете оценивать, исходя из какого-то уже внутреннего хранилища глубокого опыта, которое у вас есть уже, и вот это новое ощущение вы сравниваете с тем, что у вас были уже раньше. Вот вы как бы сверяете со своей внутренней базой данных. С чем можно сравнить это новое ощущение? Оно хорошее или плохое? Хорошее. Давайте покупаемся и разберемся, чем оно хорошо. Вот эта вот Верховная Жрица, она дает вам ощущение продолжения этого дела, которое стартанул маг. Либо, а нет, вы знаете, я передумал. Да? Вот такие моменты. Верховная Жрица отвечает за интуитивное чувствование ситуации. Магу некогда думать, он дело делает. Думает за него подсознание, интуиция ощущает вот через ту самую психическую чувствительность, да, когда вы, не доходя до головы, смакуете ощущение, не доводя до сознания, вы смакуете это ощущение правильности либо неправильности происходящего. Порой вас захватывают какие-то темные силы, да, и вы делаете что-то плохое с чувством понимания, что это плохо, но остановиться не можете, потому что маг уже поставил себе цель, и вы понимаете, что вы делаете плохо, но все равно делаете, потому что, ну, цель нужно добить. Либо наоборот, когда ваша верховная жрица вытаскивает эту свою базу данных, да, из рукава, как Василиса Прекрасная, да, вот, либо Премудрая, вернее, да, вот эти кости спрятанные, это вино спрятанное, да, и говорит: так, вот из этого мы делаем это, из этого мы делаем это. Вот та самая тайное и скрытое знание дает вам внутреннее ощущение правильности либо неправильности происходящего. Причем оно скрыто даже от вас.
Вы не очень понимаете, почему вам нравится, либо не нравится то, что происходит в раскладе. Но когда Верховная Жрица выпадает в раскладе, значит человек что-то чувствует. И для него есть уже конкретика. Он не будет действовать наугад, он будет действовать скорее сдержанно и молчаливо. Если Овен через мага показывает всю свою открытость, да, демонстрирует свою целенаправленность, то Верховная Жрица придерживает часть энергии, часть знаний, часть уверенности для того, чтобы не сыграть впустую. Она является таким как бы запасной батареей, предохранителем от того, чтобы человек не потратил слишком много энергии сразу. Глубинное внутреннее ощущение правильности твоих действий дает тебе уверенность в том, что ты и дальше будешь действовать правильно. Но Верховная Жрица заставляет мага в какой-то момент остановиться и задуматься. Сказать, подожди, а вот дальше, может быть, мы можем ошибиться. Мы можем как бы накосячить, наломать дров. Поэтому давай-ка подождем немножечко. Давай пока оценим ситуацию. Для того, чтобы правильно оценить ситуацию, нужно сесть, разобраться, да, никуда не бежать, никуда не ехать, тапку в пол не жать, не рулить, а остановиться, задуматься вообще, это надо или нет. Вам это действительно надо? Либо, может быть, все-таки вы ошиблись. Первые ваши действия должны вами же оцениваться сдержанно и в соответствии со своим внутренним ощущением. Когда вы видите Верховную Жрицу в раскладе, это значит, что человек задумался. Задумался и пытается понять, надо или нет. Это значит, что он что-то от вас прячет. Скорее всего, у него есть возможность что-то сделать, но он пока придержал эту возможность до поры до времени. Когда карта одна развивается в следующую, да, у нас идет как бы такое развитие истории из одной карты в другую. Вот у нас предыдущая карта — это маг, да, яркий, горящий, целенаправленный, понимающий, куда ему надо двигаться. Верховная Жрица — это следующий этап развития этого действия. Так, вот мы подействовали, теперь давайте вот так действовать не будем, будем действовать по-другому. Мы как бы заглядываем за другую сторону этого действия, да, и пытаемся теперь уже вдумчиво оценить. Вот та самая вдумчивость, тот самый скрытый потенциал дает вам ощущение правильности либо неправильности ваших действий. Минусы этой карты в том, что когда человек по этой карте чувствует, что он в чем-то прав, либо терзается сомнениями, думает, о боже, я не прав, мне ничего не выйдет, да, он абсолютно самоуверенен. Это его внутренняя информация. Это не привлеченная где-то снаружи, да, это не чья-то оценочная ситуация, да, не кто-то вам скажет, что-то ты не прав, да, либо, а может быть ты ошибаешься. Вам, конечно, могут это сказать. Но если вы видите в раскладе Верховную Жрицу, значит человек задумался изнутри. Он начинает сравнивать свои действия со своими собственными ощущениями. И чаще всего по своей собственной инициативе. И переубедить его будет очень сложно. Просто потому, что он как бы и сам чувствует, сам знает. Верховная Жрица — это твоя внутренняя совесть. Которая четко внутри, потому что она вся закутана в одежды. Она не раскрывается всем подряд. Она ваша внутренняя. Вы только знаете, что у вас под этими одеждами, да? Тут у нас стихия воды, тут у нас глубинная энергия Плутона в стихии воды. То есть вот та самая лунная загадочность, лунная таинственность, которая даже вам не открывается полностью. Это вот то самое ощущение, что я не знаю почему, но мне что-то не нравится эта ситуация, что это добром не кончится. Да? Вот это и есть Верховная Жрица. Чаще всего она пугает. Это вот то самое интуитивное чувство, когда что-то тут не то. Помните, как в этом фильме? Я чувствую, я всегда чувствую, да? Вот это вот ощущение, которое заставляет сузить глаза и присмотреться, что ж тут не так, что-то тут вот где-то что-то не так. Потому что вы не можете осознать, но вы чувствуете. Вот сложность Верховной Жрицы в том, что ее очень сложно объяснить, но ее очень легко почувствовать. Как только вы абсолютно уверены в том, что что-то не так, вот это и есть Верховная Жрица.
Если это эмоциональность, минус этой карты еще в том, что как только человек почувствовал эту верховную жрицу в себе, он уже выставляет всем оценки. Вот эти абсолютно самодостаточные, уверенные в себе овны, им дает энергию вот тот самый Плутон, да, вот тот самый плюс и минус, да, разница потенциалов, черное и белое, четкое ощущение, вот так правильно, а так неправильно, как раз и задает энергию этому самому магу. То есть это вот как та самая батарейка, это уже скорее женская карта, и порой, когда женщина категорично в чем-то уверена и говорит, это не выйдет, это я делать не буду, я лучше подожду, да, я вот сдержанно помолчу, ты вот давай говори, да, а я пока послушаю. Я не буду действовать, я посижу, я спрячу пока свое намерение, потому что я уже достаточно показывала, да, вот та самая загадка, та самая внутренняя таинственность, которая так восторгает мужчин в женщине, то самое такое вот спрятанное, загадочное, таинственное, что пробуждает интерес. Тут в чатике спрашивают, жрица это также таролог? Ну, когда вы смотрите на таролога и понимаете, что таролог что-то не договаривает, он явно знает больше, чем он говорит, то это тоже верховная жрица. Когда вы смотрите на человека и понимаете, что он вас уже взвесил, измерил, оценил и определил в какой-то сектор, уже становится понятно, что да, это верховная жрица. Вряд ли он вам расскажет о своем впечатлении, но оценочку он вам уже выставил. Понимаете? Вот то самое ощущение, когда классная приходит в класс с утра со стопочкой тетрадок, да, и вы понимаете, что контрольная уже проверена, оценена, и сейчас станет понятно, кто прав, а кто дурак. Вот такие дела. Конечно, рассказывать всем обо всем она не будет. Потому что зачем вам демонстрировать свою внутреннюю глубинную эмоцию, которая является слабым местом? Потому что когда человек показывает эмоцию, он раскрывается. Он демонстрирует вот то самое мягкое место свое, да, ту самую пяту Ахиллеса, которую можно очень легко ранить. Вот такие дела. Поэтому основное ощущение по Верховной Жрице лучше я промолчу, чтобы не сболтуть ничего лишнего. Что именно лишнего? Да мало ли что угодно. Может быть, я же не знаю, что там может быть лишним, поэтому лучше помолчать вообще. Вот это ощущение по Верховной Жрице. Потому что она сама знает, что лучше помолчать. То есть, когда вы чувствуете ситуацию, не понимаете почему, но чувствуете, что надо помолчать. Вот это и есть та самая Верховная Жрица. В раскладах, если выпадает Верховная Жрица, вам что-то не договаривают, потому что что-то уже поняли, что-то от вас скрывают, и, скорее всего, как бы что-то такое четко определяющее вас в какой-то ранг. Развитие этой идеи из вот этого чувства, женского чувства, интуитивного, чувства внутренней психики, да, развивается уже в какую-то идею императрицы. Воплощается в какую-то оценку, в какую-то конкретику, которая позволяет вам увеличить количество того полезного, что вы по Верховной Жрице определили как полезное. Да? Когда Верховная Жрица вам сказала, что такое хорошо, а что такое плохо, плохо вы отмели, убрали, оставили только хорошо. И начинаете увеличивать это хорошее. Императрица понимает, какие есть у мужчины позитивные качества. И начинает развивать в мужчине эти самые позитивные качества с целью сделать его лучше. Помните это самое выражение? За спиной каждого сильного мужчины стоит сильная женщина, да, и пилит. Вот это вот все. Вот и есть та самая императрица, которая является, конечно же, символом абсолютно мощного телесного потенциала, который заложен в этой самой ситуации. Основные 7 смыслов, 7 значений карты Верховная Жрица. Во-первых, само собой, это плодородие и материнство.
Это как бы взаимосвязанные вещи. Именно поэтому императрица — это у нас богиня любви и красоты, которая подразумевает какие-то отношения гендерные, которые позволяют увеличить количество людей в этом мире. Да? Это тот принцип, по которому вы из одного зерна делаете сразу 10 зерен на одном стебле, да? В одном колоске. Это когда вы берете горсть зерна, горсть пшеницы, сыпете в землю, и она вам дает целую полосу ржи, там, пшеницы. Это тот самый принцип, по которому, если с женщиной вести себя по-хорошему, по любви, одарять ее там какими-то благами, неважно, там, материальными, либо поведенческими, эмоциональными, она все это дело увеличит и вернет вам в двойном, в тройном размере. Если женщину любить, она вас, одарит лаской и теплом во много раз больше, чем вы можете ей дать. Да? Это тот самый принцип увеличения количества чего угодно. Если вы женщине будете говорить гадости, будете делать какие-то там подлости, коварства, вы получите в ответ втройне, в пятерне, там, в 10 раз больше того же самого, еще и с вишенкой сверху. Если вы женщину любите, вы получите любовь. Если вы злословите, вы получите такой поток в ответ, что мало не покажется. Императрица — это принцип Венеры, это принцип увеличения количества, потому что основное свойство женщины — это увеличивать в количестве. Надо еще. Доктор, дайте мне таблеток от жадности и побольше. Да, это все в дом, потому что как бы в хозяйстве все пригодится. Там есть где плюс, там и минус, да. Там, где есть, помните это выражение? Я не жадный, я домовитый. Вот это про императрицу. Только там, где домовитость, да, где хозяйственность, там и жадность. Если вы не чувствуете границу, да, если вы не чувствуете границ, на которых нужно остановиться, а граница, на которой нужно остановиться, закон, да, это император, это уже следующая карта. Императрица может пойти в разнос, да. Если она не чувствует законности притязаний своего супруга, то вокруг много интересующихся товарищей. Вот как история про Афродиту, про Марса, да, и про Гефеста, который был, на секундочку, законным супругом Афродиты, да. А Марс шастал к ней, когда хотел. И вот Афродита, когда теряла берега, она позволяла себе все, что она хочет, потому что принцип императрицы — это любовь и отношения со всеми, кто дает тебе любовь и отношения. Если вокруг тебя окружают прекрасные, великолепные, богатые ухажеры, то прям теряются, императрица может потеряться, да, а кому же отвечать взаимностью? Все такие прекрасные, все такие молодцы, все такие великолепные. Вот те самые 7 женихов, как там звали жену Одиссея, уже не помню. Вот. Всегда есть товарищи, которые готовы предложить. И если они предлагают больше, минус императрицы в том, что она говорит, раз меня вот этот больше любит, то как бы я его тоже буду любить. Основная как бы среда приложения сил императрицы — это физический мир и реальность. Карта говорит о том, что человеку нужны какие-то реальные доказательства любви. Не эти вот серенады под балконом, под гитарку, да? А какой-нибудь тортик лучше принести, там, шампанское с рафаэлками, там, букет цветов, хотя букет цветов это не практично. Приятно, когда за тобой ухаживают, но когда ухаживают, должны дарить что-нибудь дорогое, что-нибудь такое солидное, потому что она хозяйка физического мира, хозяйка этой реальности, а в реальности пригождается что-то реальное, что-то прагматичное. То, что можно как бы положить на полочку, положить в сундучок, как бы на счет в банке, как бы сдавать приезжим, то есть что-то материальное, реальное, физическое, то, чем можно и нужно управлять
и увеличивать цифры на счетах. Потому что императрица — это принцип управления той ситуацией, которая тебе нравится. Тот самый бизнес, которым можно рулить и который дает тебе ощущение, что и вот теперь можно и не работать. Да, поработали, чувствуешь себя богатым и думаешь, какой я молодец, как я поработал. Императрица не будет бежать за автобусом, потому что это не солидно. Императрица должна вести себя неспешно и осмотрительно, потому что она, кроме того, что романтично, да, там есть еще вот та самая влюбленность мага и верховной жрицы, да, вот та самая эмоциональность, но она уже тут скорее физически направлена, она осмотрительна. Негатив по императрице в том, что она влюбляется так с оглядочкой. А достаточно ли богат мужчина, в которого я позволила себе влюбиться? Там есть два минуса этой самой императрицы. Это либо склонность к физическому ощущению, да, если тебе нравится физический мужчина, ты ничего с собой поделать не можешь, думаешь, это же непрактично, но это позволяет как бы прислушаться к зову природы. Когда за тебя говорит природа, вот та самая природа, что изображена на этой карте, которая начинает управлять тобой, твоими желаниями, твоим физическим телом, и ты начинаешь думать, сейчас наделаю ошибок, так нельзя, это непрактично. Как только включается практичность, императрица сразу приходит в себя и думает, так, подождите, это было бы глупо, да, там залететь, допустим. Это сейчас не к месту. Сейчас нужно управлять ситуацией, да, сейчас нужно действовать осмотрительно. В конце концов, солидные женщины себя так не ведут, первыми не звонят. Мужчина должен бегать вокруг и выпрашивать внимание. Императрица должна сидеть на троне и говорить, а ты смешной, я съем тебя последним. Да? Вот. В чем еще минус императрицы? В том, что, да простят меня сейчас все женщины, сейчас я нанесу тяжелый удар женскому самолюбию. Вот это то самое женское капризное поведение, потому что императрица, как любая женщина, она вариативна. У нее множество вариантов действия поведения. Она управляет большим количеством мыслей, у нее сразу много вариантов, да, вот та самая корона из множества звезд, которая позволяет по-разному смотреть на события. То он мне нравится, а то вдруг не нравится. То я думала так, то вот я что-то взяла так и подумала по-другому. Потому что, ну а почему нет, могу себе позволить. Вот вчера так хотел, а сегодня так не хочу. Сегодня хочу по-другому. Потому что погода природы, она вариативна. Вчера дождь, сегодня ветер, завтра опять солнышко. Раз, все поменялось. Да, я вот такая вот. Я передумала, да, мало ли, что я там вчера думала, я вот взяла и передумала. Такая вот неопределенность, когда от женщины требуют, так, определись в конце концов, что тебе надо, сразу возникает у женщины ощущение, а чуть я должна определяться. А вдруг я определюсь неправильно, вдруг я приму неправильное решение, а меня потом как бы сделают виноватой в принятии этого неправильного решения. Поэтому женское ощущение того, что, ну, как бы у меня есть много вариантов. Я могу, вот у меня есть один вариант, я могу сделать из этого еще. Неопределенность — это сильная сторона, вариативность — это сильная сторона императрицы. Вот, если вы помните, тот самый анекдот про женщину, которая из чего угодно может сделать скандал и салатик. Да? Ну, то есть, из чего-то небольшого путем вариативности и неопределенности конкретики определения может дать разницу мнений, может привести к скандалу, может нарезать салат из чего-то одного, сделать множество разного. И это не минус, это плюс. То, что природа богата разницей форм, разницей там животных, разницей там фауны, флоры и прочего, это основные плюсы этой самой императрицы. Основной плюс женщины в том, как раз, что она непредсказуема. Захотела так, захотела так. Именно это и восторгает мужчин в женщинах.
Потому что если бы женщины были четкие и понятные, они были бы скучные. А мужики четкими и понятными сами могут быть. Зачем женщины, если как бы, ты сам себе все можешь объяснить? Вот. Теперь возникает вопрос. Как же из этой идеи получается мужчина? Все очень просто. Мужчина, да, вот правильно в чатике пишут, скандал, салат и шляпку. Ну, про шляпку я вот что-то упустил. Собственно, шляпка у нее, вот, пожалуйста, такая. Из ничего, из звезд, да, из каких-то этих самых листиков, ну, так хоп-хоп-хоп, и корона, оказывается, а не просто так. Вот это вот. Вот та самая непредсказуемость, которая вроде бы хаотична, как природа, потому что природа по своей природе, извините за тавтологию, она хаотична. Она может дать вам что угодно. Как засуху, так и обилие урожая. Это как настроение повернется. Вот. Именно за это как бы мужчины и любят женщин, вот за эту неопределенность и непредсказуемость. Это же так интересно, это же хаос. А из хаоса может быть что угодно. И даже что-то хорошее. Понимаете? Ну вот. Тем более, если вы знаете, что это хорошее, там точно есть. Гарантированно есть. Лайма спрашивает, а если сигнификатор мужчины императрица? Ну вот, все, что я сказал. Набрасывайте на мужчину, вот он такой. Ой, я не знаю, что завтра будет. Может, я буду в настроении, может, не буду в настроении. Мужчина, у которых там в натальной карте, к примеру, сильно как-то аспектирована Венера, да, вот они такие, они психованные, они капризные, они могут как бы из ничего сделать скандал, раздуть, но тем не менее, они из одной ситуации могут создать множество разных интересных вариантов. Они точно так же, как, как и верховная жрица, как и императрица, вот эти два принципа женственности, женская загадочность и женская многозначительность. Да? И там существует символика граната. Да? А в чем смысл граната? В том, что там множество зерен. Из каждого зерна может вырасти что угодно. Вот мужчины тоже такие бывают. Непредсказуемые, потенциально богатые. Если их любить, они тоже будут в ответ любить. Если с ними скандалить, они могут в ответ скандалить. Да, ну почему нет? Есть еще другой тип мужчины, который больше похож, скажем так, на классического мужчину. Это мужчина по типу император. Да? Что такое 7 значений, основных значений карты император? Ну, во-первых, основное и главное это порядок. Потому что вот тут так, а вот тут по-другому. Все, линия, которая проходит между одним и другим, упорядочивает мир. Сам принцип создания из хаоса чего-то конкретного, это принцип мужского. Да? Даже если это в женщине, в каждой женщине есть там сколько-то процентов мужского поведения, в каждом мужчине есть сколько-то процентов поведения женского. Вообще, по-хорошему, в каждом человеке там свое соотношение женского к мужскому, да, и мы должны само собой как-то найти баланс, гармонию вот этих двух частей в одном человеке. Мужского своего и женского своего. Не важно, что это у вас в штанах, важно то, как вы работаете со своей мужской и женской половиной. Император подсказывает, что в этой ситуации важен порядок, контроль, закон, правила. И основное, через что все это дело реализуется, это запреты. Потому что закон – это запрет. Контроль – это когда следят за тем, чтобы не нарушили запрет. Правило – это вот так надо делать, а вот так я делать запрещаю. То есть правило как бы объясняет вам, как нужно делать, а все остальное не нужно. Нельзя, запрещено. Есть несколько вариаций принципа, что не запрещено, то разрешено. У императора все четко понятно. Вот у меня по ровненькой линейке. Так подходит, так не подходит. 70 сантиметров длина юбки, если меньше, как бы штраф. Все, да? Ну вот. Если выходить на белый свет, то только в паранже, в определенных странах. Нарушила, все, наказание. Даже если это твоя жена, даже если есть закон, то как бы закон суров, но это закон.
Он такой вот, да. Он безэмоциональный, он предписанный. Он как царь Соломон, да, разрубить ребенка пополам, отдать каждой по половине. Все. Как так вообще? А вот, ну а что такого? Вот закон говорит, что 50%. Как вычислить 50% от рояля, допустим, при разделе имущества? Негативный император возьмет бензопилу и порежет рояль пополам. Скажет, все строго по закону. 50/50. Разумный император скажет, ну если 50/50, давай продадим и поделим прибыль поровну. Потому что это закон, потому что так упорядочили, потому что так правильно. И вот то увеличение количества, которое дает императрица, останавливает император. Он говорит, так, все, горшочек не вари, достаточно, хватит. Императрица рожает детей. Император этих детей воспитывает. Он запрещает им себя плохо вести. Император и императрица — это мама любит, а папа воспитывает. Папа, конечно, дает вам защиту, дает поддержку, но взамен он требует подчинения, потому что он представитель власти. Он обладает тем, что он защищает и что он поддерживает. Я за свою жену порву всех. Но это моя жена, я буду делать с ней все, что я хочу. Вот это принцип императора. У тебя там своя жена, ты иди там своей жене мозги полоскай, да? А я буду своей жене мозги полоскать. Почему? Потому что она моя, а вон та твоя. Все, я твою не трогаю, даже на нее не смотрю. Ты на мою не смотри. Почему? Потому что это мое. Это принцип хозяина. Это принцип хозяйственности, потому что он обеспечивает защиту, обеспечивает поддержку тому, на что он распространяет свою власть. Когда выпадает эта карта в раскладе, это значит, что кто-то четко понимает, что ему принадлежит, четко понимает, что нужно запретить, скорее всего. Если вы считаете, что запретить это негатив, то ничего подобного. Закон как раз в большинстве случаев описывает то, что делать нельзя, описывает запреты. Именно это позволяет вам понимать, как себя вести правильно. Да? Не веди себя неправильно, не веди себя, как написано в Уголовном кодексе, и ты будешь законопослушным гражданином. Если ты с законом, с императором дружишь, он тебя будет защищать. А если ты его нарушаешь, конечно, он тебе там надает по щам. Потому что ты заслужил. Ты нарушил запрет. Что такое принцип императора? Это прямая линия, за которую переходить нельзя. Отец запрещает детям переходить через порог вечером, потому что там, я не знаю, цыгане украдут, дикая охота короля Стаха, там еще что-нибудь такое, да, волки в лес утянут, ведьма сожрет и прочее всякое такое. Этот запрет нарушать нельзя. Он устанавливает законы, правила. Это следование традициям и консерватизм. Потому что как отец сказал, как закон есть, так и правильно. Все, нечего там думать, нечего придумать что-то новое. Вот то, как есть, уже хорошо. Вот я создал, и это хорошо. Да, как ветхозаветный Бог. Как он создал, так и хорошо. В отличие от, скажем так, прагматичности императрицы, у императора своя рациональность. Он чаще всего безэмоционален. Там, конечно, есть какая-то двойственность, но она всегда подкрепляется конкретикой. То есть отец, символом которого и является эта карта очень часто, да, это принцип мужественности. В чем состоит принцип мужественности? С одной стороны, что я старый солдат и не знаю слов любви. А с другой стороны, он букет сует, да, женщине, потому что, ну а как я могу еще высказать тебе свою любовь, если я не знаю слов любви? Ну, вот на букет, короче. Да? Это двойственность. Это вот тот самый суровый отец, который абсолютно безмерно любит своих детей. И который идет на войну, убивает там мамонтов, чтобы принести мясо, да, и рискует там своим здоровьем в схватке с саблезубым, там, я не знаю, барсуком и прочим таким, да, чтобы принести домой шерсть, мясо, сало, шкварок, нажарить, чтобы дети там были сытые, довольные, чтобы
они ни в чем не нуждались. Потому что это защита и поддержка путем ограничений. Я за тебя пойду убью мамонта, а ты из пещеры не выходи, потому что там самые волки загрызут. С одной стороны, я тебя люблю, с другой стороны, я тебя воспитываю. Это когда там постсоветские люди, отцы, лупят ремнем своих детей, что я не одобряю, порицаю, да, всячески. Потому что они их любят. Вот у них такая концепция, да, меня так били. Из любви воспитывали. Считаю ли я это правильным? Я считаю это устаревшим. Это своего рода традиции, это консерватизм, но не каждый консерватизм применим в текущей ситуации, потому что у этого императора уже как бы седая борода выросла. Да, он создал эту ситуацию, но ситуация-то уже поменялась. Он уже вырос, он уже состарился, уже там вон идет та молодая шпана, что сметет нас с лица земли. Уже пора как бы трон готовить для следующего поколения, а он все еще сидит, все еще правит. Да, это прагматика. Это прагматика того, что получалось раньше хорошо. Правильный император понимает, что если ты отстал от реалий современных, то как бы уже пора уходить. Проблема в том, что они редко сами уходят, эти самые императоры, если уже понимают, что власть это порядок, это закон. Они этим порядком, этим законом начинают давить уже своих подданных, подчиненных, да, уже не осознавая, что это уже не работает в наше время. У императора своеобразный юмор, пишет Екатерина. Ну да, это как в этом самом, помните, Иван Васильевич меняет профессию. Мы его, как это, к бочке с порохом привязали, пусть чай полетает, да, вот что-то такое, да? Это черный юмор, когда такой грубый мужской юмор, да, а что такого, смешно же, да, ха-ха-ха. Потому что мужчины чаще всего, они вот чувствуют вот эту близость, опасность, скажем так, смерти, да, когда ты понимаешь, что в любой момент на тебя может там из леса выйти там саблезубый медведь, да, тебя может растоптать разъяренный мамонт, бык может на рога поднять, да что угодно может случиться с тобой, да, потому что ты вышел из безопасной пещеры, а ночь темна и полна опасностей. И вот если не шутить, то как бы тебя может скрутить от суровости, и как бы ты сам загнешься, да? Поэтому мужской юмор, он такой порой как бы беспринципный, да, вот этот солдатский соленый юмор, который понимает, что, ну, блин, ребят, вы что, серьезно такими вещами шутите? А если над такими вещами не шутить, то станет очень грустно. Поэтому вот такая вот двойственность императора, она вот как мужская грубость, да? То есть комплименты от императора, они такие двойственные. С одной стороны приятно, а с другой стороны, ну что за похабщина, товарищ прапорщик, а? Как-то так это, ну, слишком. Я, конечно, понимаю ваш интерес к моей скромной особе, но как-то уж так, в таких выражениях, да, то есть такое вот. Понимаете? Вот такая двойственность. С одной стороны, император конкретно говорит, чего нельзя, а с другой стороны, когда он конкретно говорит, чего он от тебя хочет, ты думаешь, ничего себе, это прям вот так вот в лоб такие требования. А поговорить, извините. Вот это вот все. Вот такие дела, такие пироги, короче. Так что да, это традиции, потому что раньше было лучше, потому что, ну, мы же выжили, у нас же седая борода, да, раз седая борода, значит, все мои действия были безошибочны, раз я выжил. Потому что если бы какое-то действие было ошибочным, я бы не выжил, да, говорит император. Поэтому, да, он насаждает свои традиции, он защищает с помощью этого самого консерватизма, он чувствует власть, и он обладает тем, чем он обладает, ради установки порядка, контроля и закона, который позволяет сохранить все то, что производит императрица, сохранить всю ту любовь. Все эти правила и запреты, они направлены на то, чтобы воспитать, там, я не знаю, ребенка, законопослушного гражданина, хорошего студента, там, послушного солдата, неважно, потому что император это начальник. Закон, порядок,
налоговая, президент, моральный закон, ветхозаветный бог, который все запрещает. Потому что хочет, чтобы у тебя все было хорошо. Вот такая вот двойственность, да? С одной стороны, как бы не любит, а с другой стороны, именно потому и не любит, что любит. Ну, вот такие дела, такие пироги. О, добренько. Ну что, как вам формат? Сколько мы с вами? 5 карт сегодня прошли. Шут, маг, верховная жрица, императрица, император. Первая часть у нас с вами закончена. Я считаю, что достаточно сжато, достаточно емко, где-то так в час мы уложились. Если вам этот формат нравится, если продолжать, ставьте лайк, комментируйте, подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Почему вы еще не подписаны, непонятно. Вот, так что если заходит формат, дайте мне знать, как угодно, чтобы я понял, и мы будем продолжать дальше на следующей неделе, либо через одну, как будет свободное время. Вот. Ну и, соответственным образом, что у нас на следующей неделе? На следующей неделе в среду, да, поздравляю вас с окончанием недели, да, с воскресеньем, хотя, как бы, ну, так несколько это, конечно, как это, злой юмор чуть-чуть такой, да, что ж там с воскресеньем-то поздравлять? Ну, не знаю, как у кого, у меня завтра выходной, потому что у меня обычно по понедельникам выходные, вы заметили, по субботам, ну и по воскресеньям я тут тружусь на благо, да, то, соответственно, я думаю, что мои скромные усилия к чему-то приведут. Добренько, емко и информативно. Я вижу, что хвалят. Отлично. Ну, собственно, дальше я постараюсь выложить все это на Бусти и в Телеграм. Ссылочку тоже дам. На Бусти будет лекция? Да. Я сейчас все стараюсь дублировать на Бусти, просто потому что, ну, как-то не у всех YouTube работает, что ж поделать. Как будь проклят тот день, когда Роскомнадзор научился блокировать YouTube, скажем так. Хорошо. Квинтэссенция арканов. Это супер. Отлично. Век живи, век учись. Добренько. Рад был вас всех видеть. Увидимся на следующей неделе. Пойду отдыхать, потому что все-таки хочется немножко отдохнуть. Всем привет и до новых волшебных встреч. До свидания.